Все, переоделись, сейчас заведем, послушаем, как она работает. Давай для успокоения души подними крышку. Если что, отправляем нахуй. Где нам взять этот блок? Производители Включай туда блок. воды, блин. Затягивай аккуратно. Ты затянешь, как только жопа засмеялась, все, хватит. Все, переоделись, сейчас заведем, послушаем, как она работает. Вот, слышишь, блядь? Вот, встань вот туда, вот там слышно. Вот здесь. Да тут он вот здесь что-то ляпает, блядь. Может в помпе пиздец? А, ты на камеру снимаешь? Может залезь в яму, посмотри, что ляпает. Как бы такой звук не кладешь, как что-то ляпает. В масле. Потрогали, температуры нету. Ну, не болей. Выпей аспирина, да? Давай для успокоения души подними крышку. Если что, отправляем нахуй. Вот тут где-то ляпает. Сними-то лучше ремень. Приводной? Да. Ну, давай попробуем. Начнем с малого, да? Да. Ремень снять, да? Да, все. Какой ремень, блин? Жир. Это жир. Не знаю. А, блядь, ролик, блядь, лучше. Ролик? Да, ну цельной, там надо вытащить. Клади так. Подержу рукой. Пуск номер 2. Спустись в яму, там обычно слышно было. Ничего не слышно. Тишина? Вообще нет. Так что, какие выводы? Натяжитель это долбит? Что это такое? Ну да, он и болтается как-то. Ну, Помпа идет выше, вот она. Вот. ну держи, ты знаешь. Помпа не болтает. Помпа чуть-чуть люфтик, ну вообще волосы. Ну, куда пускай. Короче, делаем выводы, что натяжителю хана. Сейчас будем снимать, разбираться. Он почти у меня в руках. Последние штрихи. Ну давай тоже. Третий день. Так. Снимаем. Фишка.
Вот он. Могу сказать сразу. Одно наличие этой фишки уже говорит, что он не дешевый. 100%. Походу он лопотал. Так, ладно. Ждем новый. Посмотрим. После замены что изменится. Ну, в принципе, уже, наверное, все понятно. Постучало из-за этого натяжителя. У нас еще стоит Шкода. Прилипла. Не можем разобраться с одной проблемой. Не срабатывает замок водительской двери. Уже что только не делали. Проводку пересмотрели. Думали, дело вот в этом вот блоке, который стоит на стеклоподъемнике. Купили бэушный, подкинули, нифига. А что ты тут уже разрезал мне? Ай, блядь, не надо говорить. Понять хотел, почему он не работает. Закинул. Блок сюда ставь. А ты уже распилил, я даже вчера не заметил. Что я не делал? Вообще молчит. Блок подключен? Ну вот эти только провода оторваны. Это хуйня. Где себе? Вон, в замке. Тише. Я думал, заводить будешь, он на передаче. Не буду заводить. Замок справный. Все работает. Замок, значит, у нас исправен. Ну, возвращаемся к блоку. Вновь. Опять? Опять. Где нам взять этот блок? Производители Включай туда блок этот. Шкоды, блин. Фишка в том, что блоки не подходят, если в них нет этих одинаковых номеров. Блин. Так, ты его хочешь сюда подрубить? Подруб. Чтобы номер другой вообще работать не будет. Ну, хотя бы задний работает. Ну, здесь замка-то нет. Все, сразу та дверь не работает. Ну так тут номер не такой. Какой? Точно такой же? Да. 101 448 203. 101 446. Там 48 здесь 46. Не такой номер. Ну, поэтому он и не работает. Так, вот наш ролик. Ремнем проще, резинку от торцов намотать. Новый ролик. Сейчас поставим. Я в принципе почти что уверен на 100%, что все будет красиво. Если это самый натяжник, ну электрический, да? Да. Самый подтяжка. Здесь даже стопор стоит на натяжитель. Дал. Раз. Вот чик. Устанавливаешь на место. Чик, это убираешь, фишку. Надеваешь. И все. Так, ладно, надо лист ставить его. Картинка только стоит, ну здесь, это самое, здесь поправить. Сидит, сидит. Все нормально. Все, не лезь. По-моему, на один ручеек проехал. Иди. Все, не парься, все отлично.
Все отлично, несу руки сюда. Так, отпускай тот натяжитель. Ага. Так, а где ключ? Ключ там на 30, по-моему. Такой хромированный был. Ты же на полу лежал. Вот. Сверху оттягивает тот натяжитель за большую гайку. И там стопорок такой, видишь? Так, большую гайку я вижу. Стопор вижу. Наверное. Так. Главное ключ не упал. Блять, ты голову не свали, блять. Пиздюк. Полностью собрать. На. Ты имеешь в виду пластиковый, да, стопор? Ну какой пластик? Ну с пружинкой, ёп. Лучше петило совать не буду. А, ты просто оттяни, он сам отпружинит. Нет, другую сторону, себя. На себя. О, пускай. Все? Убирал ключ? Да, да. То я уже опасаюсь за свое здоровье. Там уже эта хуйня ты не ставишь, да? Так. Так. Все. Ну запуск. Давай, может, на подушку подвешиваем. Давай да. Подожди, ничего не мешает? Ничего не мешает? Я не знаю. Да, вроде Олег, нет. свет. Ну, в принципе, вроде нет. Давай. Затягивай аккуратно. Когда тянешь, как только жопа засмеялась, все, хватит. Когда посмотришь. Да, Гаражный еще стайл. так. Гаражный стендап, да? А, блин. Опа. Что там у нас? Печуры. Красота. Камин гаражный, да? А. Надо мясо мариновать. Мясо не есть, правильно. Что у нас сегодня? У нас сегодня сало, да? Сало с бананом. На сало так надо. Вообще. Сжал? Угу. И это здорово. Так. Да, гонка. Так, где тряпка? Давай проверим. Еще раз. Наличие смазывающей жидкости в этом силовом агрегате. Даже щуп не хочет лезть. Боится. Ну, минимум, грубо говоря. Какое ну черное, ну слушай. Как дизельное. Наверное, требуется. Ай-яй-яй. Так, ладно, заводи. Пускай. Заводя защик. Ну что здесь с соляркой? Что с соляркой? А, да тут все понятно. Мотор грязный. Грязи, ну. Олег, снимай руку. Там десятки, да, по-моему? Да. Ну, так подстраивает чуть-чуть. Чихает. Как вчера Сергей, если что-то случится в моторе, ты оказывается, температуру померь вроде нету. Снимай резинку, Антон. Обязательно снимай резинку, да. Ты как гаи, когда научился. А потом надо языком по катушкам пройти. На это самое, на пробой проверить.
Потом кто-нибудь видосы посмотрит. Вот в чем проблема. О, а что это? Пассажир билет не оплатил. Какой пассажир? Огонь. Тут мотор троит, он клопа какого-то нашел в него. Ну так это он, проводки. А дёгивает. Солярис. Димитрол. Да, они всем занимаются. О, Это брат. Что ты не пишешь? Или ты пишешь это? пишу, конечно, ё-моё, это что? Ебать, там что не взяли. Олежа взял ключи в руки, сразу писать надо. Ну. Конечно. Главное морду не подставлять. Шок-контент. Слышишь, Евген, я Олегу говорю, надо языком пройтись по катушкам. Слышишь? Только по оголенным. Ну, это работает вроде. Как-то неопределенно, блядь. А что, не три помеченные, одна не помеченная? Не, Почему одну поменяли? не помогло. Ладно, сейчас подключусь, почитаем. А человек моргал? Да. Моргал, Да. А, да ладно. Сначала разбираем, потом подключаемся, Ну, да? в прошлый раз даже не подключались. Я четвертую снял. С первого раза. Ну, заебись. Местами перекинули она. Все? Глушим? Починили. Лучше пока. Пойду я переодену. Так подключись пока в чистом. Взяли, Лежа, покатайся пока в грязном, а ты, Женька, пока в чистом подключись. Что не так? Что он? Нет коннекта. В прошлый раз подключался? А, блядь, прибор не работает. Да ёб твою мать, что ты хочешь от меня? Заебал. А кто ездит на нем? Человек. Ну да. Засрано все так. Рабочий аппарат. Это самая долгая диагностика в мире. Да пиздец, блядь. Самая дорогая. На самом новейшем оборудовании. Заебал нахуй. PM Motors. Обращайтесь. Ну все, сделаем, да что мы были. Подготовка к обеду. Да. Ни хрена себе ты шматок приволок. А сколько надо было, блядь? Свинью зарезал. Жень, боюсь, упали, оказывается. Ну, кобура такая большая, ножичек маленький, да? Может маленький, потому что это так было холодное оружие. Да. Походу. Больше не бывает. Так, у нас еще Mazda 6. Греется переднее правое колесо. Пока дождя нету, гараж занят. Попробуем разобрать. На улицу. Блин, воняет аж. На большом расстоянии слышно. Так, сейчас выдавим поршень, заглянем под резинку. Так. Ну тут без вариантов, я думаю. Просто почистить не прокатит. Походу. Зеркало уже. О, пора менять перчатки. Все. Заказываем ремкомплект с поршнем.
Евген, звони на МГАТ. Привезли ремкомплект. Сейчас выдавим поршень. Давай, дави. Давай, давай, давай. Еще, еще. 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 Все. Пережмем тормозной шланг. Вот так. Бывало и похуже, но начало клинить. Блин, держи. Что по педали? Да, накачивай. Что по педали? Все, туго стоит? Отпусти. Все, готово. С Маздой закончили.